Привет, хозяюшки! С вами Ух Ты Кухня. У меня сегодня большая заготовка яблочного повидла на зиму. В прошлом году я делилась с вами рецептом. Вы мне писали, что повидло жидкое, не загустеет. Ой, друзья, все прекрасно. Поэтому в этом году делюсь еще двумя своими рецептами. Первое, которое я люблю для пирогов, пирожков, рулетов с небольшим количеством сахара. А второе, друзья, можно вместо конфет. Посмотрите, какая красота. Как желе. Видно? О, посмотрите. Класс. Ну что, начнем? Все очень просто и быстро. Беру миску с чистой водой и сразу же сюда нарезаю яблоки. Конечно, все некрасивые части я откладываю в сторонку. А для чего вода тебе? А чтобы яблоки остались светлыми, и тогда повидло будет совершенно другого цвета. У меня вот в прошлом году было темное, вот такое вот, ну видно, да? Темненькое, а в этом году я хочу сделать его светлым. Поэтому... Ну что, поехали? Да, бери нож, помогай. Так, мы с моим помощником справились быстро. И сейчас яблоки перекладываю в кастрюлю, в которой буду варить. Добавляю примерно полстакана воды, чтобы на первом этапе яблоки не пригорели. Ну что, зажигаю огонь, ставлю кастрюлю и накрываю крышкой. Варим, а я пока продолжу. Поехали дальше. Не страшно, что кастрюля получается слишком полная. Сейчас по мере прогревания яблоки будут оседать. Красота! Тра-та-та! Так, смотрим, что у нас здесь. О, через 15 минут яблоки осели, уварились, уже практически готовы. Время от времени я их перемешивала, чтобы все равномерно было. Ну, я думаю, еще минут 5-7. Все, снова накрываю и жду. Так, ну что, мои яблоки тушились 25 минут. Ой, они уже класс, все растушились, все мягкие. Прекрасно. Теперь их нужно измельчить блендером. Ой, мой блендер горе с пополам справился. И сейчас, друзья, мне нужно узнать, сколько здесь у меня литров пюре. Хорошо, что у меня кастрюлька вот такая вот. Видите, да? Мне показывает, что у меня здесь 3 литра. На 1 литр яблочного пюре понадобится 800 граммов сахара. У меня здесь 3 литра, поэтому, друзья, я думаю, вы посчитаете сами. Перемешиваю и ставлю на огонь. Пусть начинает вариться. А я как раз баночки в микроволновку поставлю. Да, Сереж. Стерилизовать. Давай. Повидло варим 20 минут до нужной нам консистенции. Посмотрите, какое оно красивое. Класс? Класс. Для баланса, друзья, я все же добавлю 1 чайную ложечку лимонной кислоты. У меня яблоки не слишком кислые. Все, перемешиваем и увариваем. Ой, хозяюшки, стою, мешаю я варенье. Думаю, чтобы не пригорело, поставлю-ка я на газовую плиту рассекатель. Поставила. Посмотрите, у меня новая варочная панель. Если у вас керамика, о рассекателях забудьте, она у меня просто лопнула. Зато какой новый дизайн. И натирать не надо. Да, все, что не делается, все делается к лучшему. Так, сейчас беру чистую тарелочку, на него немножко повидло вот так вот. Смотрим. Беру ложку, провожу, ничего не растекается. Даже ничего не этот, смотри. Напоминает детское питание. Ай, оно еще вкуснее, чем детское питание. Все, друзья, баночки стерилизованы, варенье прокипело, разливаем и закатываем. Ну а если, хозяюшки, вдруг у вас нет ни блендера, ни мясорубки, как у меня сегодня, самый удачный день, беру терку и натираю яблоки. Ложи, Сережка, камеру. И вперед. Да. Перекладываю яблоки в кастрюлю. Уже вижу, что это повидло будет не таким светлым, как то. Ну и что? Ставлю на огонь, зажигаю, пусть потихоньку греется. А я продолжу. Оп, яблоки хорошо пустили сок. И сейчас я их проварю минут 20-25 до мягкости. Ну что, друзья, когда яблоки уже сварились, хорошо пустили сок, да, класс. В это варенье я добавляю меньше сахара. На 4 литра пюре добавляю 1,5 килограмма сахара. В 2 раза меньше, чем в первое. Перемешиваю.
Добавляю сразу же 1 чайную ложку лимонной кислоты. Ну и все. Увариваю до нужной мне консистенции. Ну, больше 15-20 минут я не варю. Посмотрите, какое получилось. Ой, красивое такое вообще. Выпечки будет очень вкусно, кусочки чуть. Осталось дело за малым. Разлить это все дело по баночкам, конечно же, стерилизованным, и закатать. Сережка, твой выход. Поехали! Давай.